Всем здорово, с вами Полимастер. Прошло чуть больше года с того момента, как я вновь стал увлекаться трэш-монстриками, и я подумал, что надо подвести небольшой итог и сравнить мою коллекцию прошлого лета с нынешней. За этот год я открыл для себя вики трэш-монстриков с множеством информации о них и досконально изучил всю их историю, а также стал самостоятельно находить различные архивные фотографии, затерявшиеся в интернете, и дополнять некоторые статьи скрытой информацией. Также за это время я познакомился с множеством интересных как русских коллекционеров, так и зарубежных. Что же, вот так выглядела моя коллекция на момент 20 июля 2020 года. Тогда она мне казалась действительно классной, но когда я начал разбираться в этой теме и увидел коллекции других трэшеров, то понял, что моя ничего не стоит. В ней не было почти ни одной ультраредкой фигурки, ни одной фигурки первой серии, ну и что уж там говорить про лимитированных монстриков, я их даже не видел ни разу, только на буклетах. Да и вообще моя коллекция состояла только наполовину фигурок из Grocery Gang'ов и на вторую из самих трэш-монстриков. Ну а сейчас же давайте посмотрим на мою коллекцию спустя год. И пойдем по порядку. В моей коллекции имеется 4 упаковки от наборов трэшей. Они пустые, я из них вынул все фигурки, за исключением тех, что просвечиваются через пластик. Но лично мне кажется, что они смотрятся классно, так что я не стал их выкидывать. Из них 3 упаковки 7 серии 2014 года и один набор из 5 серии 2012 года, который я заказывал на Новый год. Заказывал все эти паки я из Америки, и если вы еще не видели, вы можете найти распаковки этих наборов на моем канале. Что же, двигаемся далее. Перед вами почти все мои фигурки трэш-монстриков. Они выставлены по сериям. Здесь немного из 2-й, 3-я серия, 4-я, 5-я, всего 2 фигурки из 6-й и немного 7-й серии. А вот все мои фигурки 1-й серии. Они хранятся отдельно от остальных вот в таком вот специальном чемоданчике. Во-первых, потому что они так меньше занимают место на полке, а во-вторых, потому что мне так больше нравится. И, кстати говоря, это было мое первое обновление после долгого перерыва в коллекционировании. И я очень рад, что прикупил себе это дело. А вот, собственно, самый ценный экспонат из моей коллекции. Это вот такой вот прозрачный кейсик из фикс-прайса, который я декорировал различными распечатанными элементами. А внутри же него хранятся фигурки ограниченного выпуска из спин-оффа «Монстры на колесах» 1-й серии. Эта фигурка называется Bloober Brain. Она мне попалась среди лота с остальными фигурками монстров на колесах, и выпущена она тиражом всего 10 тысяч штук на весь мир. Эта же фигурка называется Slimy Stick, и она уже выпущена тиражом 5000 штук на весь мир. Его я также приобрел вместе с остальными монстриками. Оба этих объявления я покупал с Авито, и, насколько вы понимаете, продавцы этих лотов не осознавали, что у них в коллекции имеются лимитированные фигурки, поскольку продавали они эти лоты совсем задешево. Ну а вот вторая половина моей коллекции, которой я уже не так сильно дорожу. Это фигурки спин-оффа трэш-монстриков под названием Grocery Gang. Мне эта тема не так интересна, как трэши, и покупал я их лишь потому, что они сильно напоминают их. Но в любом случае, эти фигурки тоже неплохи. И у меня есть только фигурки 1-й серии, поскольку остальные серии к нам в страну не завозили. Также я сделал отдельный дисплей для липучих фигурок. Это также бокс из фикс-прайса, который я немного доработал и обклеил различными распечатанными элементами. А храню я их там, потому что в открытом пространстве такие фигурки очень быстро облипают пылью. А вот мой прочий став по трэш-монстрикам. Это вот такой вот монстровоз и алюминиевый бачок, в котором я раньше хранил свою коллекцию. И, как по мне, 2 эти вещицы неплохо дополняют коллекцию. А хранится моя коллекция вот в таком вот шкафчике с дверцами и располагается на 3 полках. Вот так выглядит нижняя полка, затем средняя,
и самая верхняя. Что же, вот такой вот этот раз вышел ролик. Надеюсь, вам понравится такой формат видео. Спасибо за просмотр и пока.